Всем привет, меня зовут Иван, я из Австралии, и сегодня я хочу поговорить немного о русском языке, на русском языке. Это второе видео из моей серии, на котором я говорю немного о разных языках, которые я выучил в своей жизни. И хотя русский язык не был одним из первых языков, которые я выучил, он был первым языком, на котором я достиг какой-то степени разговорной беглости. Я начал изучать русский язык около 6 лет назад, когда я поступил в университет, но, честно говоря, я не точно знаю, почему я выбрал его. Я думаю, что я просто хотел сделать что-то другое, потому что в моем университете у таких языков, как немецкий, французский, испанский, даже японский, у таких языков было более 10 групп студентов, но у русского только только два группы студентов. И, может быть, по этой причине я выбрал изучать русский язык, но я не точно знаю. В любом случае, я решил изучать русский язык как специализация, и как только я начал изучать его, мне очень понравился. Мне нравился, как звучит язык, как выражаются разные мысли, и кажется, что этот язык мне подходил. Также интересно, что в школе мы изучали латинский язык, и на самом деле латинский язык мне очень помог. Система склонения и испражнения на латинском очень похожа на русскую, и несколько грамматических исключений на латинском существует также на русском и так далее. На втором курсе наш преподаватель нам рассказал о гранте, которым предоставляется студентам, желающим изучать русский язык на другом стране. Я представил заявление и планировал учиться в Государственном институте русского языка имени Пушкина в Москве. Я успешно получил этот грант, и в январе 2017 года я улетел в Москву. В моем классе было около 10 людей, и мне на глаза попалась одна девушка, одна кореянка, которая постоянно взглядывала на меня из другого конца комнаты. Эта девушка привлекала мое внимание, и мы начали встречаться. И я первоначально планировался путешествовать из Москвы в Пекин по Транссибирской магистрали, но в конце концов я решил аннулировать мой билет и провести больше времени в Москве с этой девушкой. После того, как я закончил мой языковой курс в институте Пушкина, мы путешествовали немного по Европе, и в конце концов мы попрощались в Венгрии. Она вернулась в Москву и потом в Корею, и я вернулся в Мельбурн. И потом у нас было отношение на расстояние, мы встречались только немного раз в различных странах, как в Сингапуре, потом в Австралии, потом в Корее. До сих пор, как я приехал в Корею, чтобы преподавать английский язык, но эту историю я расскажу в другой раз. Я вернулся в Мельбурн, чтобы закончить последний год моего бакалавра, и учившись в России, я чувствовал себя очень комфортно, разговаривая на русском. И русский язык действительно был первым языком, на котором я чувствовал себя способным выразить свое мнение. Я понимал других людей, я мог сказать, в принципе, все, что хотел сказать. И это интересно, потому что русский язык был пятым языком, который я выучил в своей жизни. И я начал изучать его только когда у меня было 17 лет. После университета я поддерживаю мой уровень русского языка, читая и слушая аутентичные материалы. Но
у меня не было много практики, и я немного заржавел. Моя способность общаться и разговаривать на русском не так хорошая, как раньше. Ну, хорошо, это все на сегодня. Спасибо за внимание. И если смотрят какие-нибудь носители русского языка, я буду очень рад почитать ваши отзывы, комментарии. Еще раз спасибо и пока.